Сегодня Денис возвращался домой как на крыльях. Еще бы такая новость. Его утвердили в должности главного специалиста компании по программному обеспечению. И это в его-то годы. Люди ради такой должности 20 лет жизни кладут, а ему удалось всего лишь за 2 года достичь этой, казалось бы, недосягаемой цели. Видимо, руководство компании смогли разглядеть в Денисе не только талантливого программиста, но и хорошего организатора, которому по силам будет обеспечить стабильную работу всей компании в этой отрасли. Конечно, теперь на его плечи упадет больше заботы и ответственности, так зато и зарплата будет в разы выше. То-то Лилечка обрадуется, подумал парень, садясь за руль своего автомобиля, и улыбнулся. Он вспомнил, как познакомился со своей молодой женой. Это было абсолютно случайно. Денис пришел стричься в салон красоты, а там-то его и обслужила молодая привлекательная девушка с легкой рукой. Пока Лилия колдовала над его прической, Денис узнал, что она сама из деревни и сюда приезжает работать. Девушка сразу понравилась Денису. Скромная, нетребовательная. Она была совсем не похожа на городских жительниц, которым палец в рот не клади. Молодые люди начали общаться, у них завязался бурный роман. Лилия все чаще стала бывать дома у Дениса и даже познакомилась с его мамой. Марии Петровне девушка тоже понравилась. Работящая, отзывчивая, никогда слова поперек не скажет, совсем как сама Мария Петровна в минувшей своей молодости. Но вот вскоре после свадьбы старушка стала замечать, что невестка ее начала сильно меняться. Теперь, придя с работы, она тут же падала на диван, говоря о том, что сильно устала и весь вечер проводила с телефоном в руках, без умолку с кем-то треща, будто сорока на заборе. Да и с Марией Петровной Лилия больше не сюсюкалась, то и дело, показывая ей зубы на любое замечание. Что происходит с нашей девочкой? Я ее просто не узнаю, недоумевала Мария Петровна. Однажды она даже попыталась поговорить об этом с Денисом, но тот только отмахнулся, мол, чего ты, мама, выдумываешь, Лилия какая была, а такой и осталась. Видимо, парню самому хотелось в это верить. А может, любовь просто застилала ему глаза, не давая принять объективно картину происходящего. Но в глубине души Денис уже и сам не раз отмечал, что вместо того, чтобы провести время вместе, Лиля выбирает походы по магазинам и бутикам. Она и правда быстро менялась, и не только внешне, превращаясь в типичную гламурную красотку, но и внутренне. А может быть, она всегда такой была, а вся эта напускная скромность была лишь маской. Думаю, этого мы никогда не узнаем. А как бы то ни было, но сегодня у Дениса явно хороший день. Тот обрадуется его любимой, узнав, что теперь у них совсем другие возможности. Теперь любая точка мира может оказаться у их ног. Да и квартиру, наверное, купим новую, а эту маме оставим, размышлял Денис, паркуя машину во дворе и доставая огромный букет роз с заднего сиденья. Парень задумал сделать сюрприз любимой жене, неожиданно нагрянуть и обрадовать хорошими новостями, подкрепив их цветами. Но, подойдя к двери своей квартиры, улыбка вдруг сошла с его лица. Он услышал истошные крики его любимой. Он еще ни разу не слышал, чтобы она так кричала. Даже ее голос он сейчас с трудом узнавал. Денис открыл двери своим ключом и тихо вошел в квартиру, чтобы понять, что происходит. Картина, которая открылась его глазам, повергла его в шок. Его любимая Лилечка, словно злая ведьма из сказок, нависла над его матерью и что-то истошно кричала ей прямо в лицо, размахивая руками. «Я тебе сказала, Клуша, ты старая, что не могу сегодня готовить. Ты целыми днями дома сидишь. Неужто тяжело что-то путное тебе приготовить? Я не могу твой борщ, проклятый, каждый день жрать».
хоть бы о сыне своем подумала. Да и дома ты прибрала бы немного, а только ноешь и ноешь целыми днями. Да никакого толка с тебя нету. Маешься тут у меня под ногами, и на этом все». Мария Петровна согнулась, схватившись за сердце, и что-то тихонько бормотала, будто пытаясь оправдаться в глазах невестки. В этот момент пелена спала с глаз Дениса. Злость и ярость овладели им. Да как же он мог так ошибиться? Как он не разглядел волка под овечьей шкурой? И его руки непроизвольно сжались в кулаки, и шипы роз впились в его ладони до крови. Отшвырнув букет, он подскочил к своей молодой жене и тут же схватил ее за шиворот. Глаза Лили округлились от удивления и страха. Да, она никак не ожидала увидеть мужа в такой час. «Любимый, а ты все неправильно понял. Я просто...» Но парень даже не стал слушать нелепое оправдание его когда-то любимой жены. В следующий момент Лилия уже оказалась на лестничной площадке, а перед ее носом захлопнулась дверь квартиры, которую еще несколько минут назад она считала своей. Девушка была ошарашена произошедшим. Она корила себя. «Ну что же я за дура такая? Ну почему же я не сдержалась? Да, все это проклятая бабка виновата. Бесит меня просто не могу». В голове Лилии судорожно роились мысли. Что же делать? Что же делать? Как оправдаться перед мужем? Да, какие же слова найти, чтобы простил и принял меня обратно? Ну ничего, он же влюблен в меня, как безумный. Сейчас только остынет и сразу же поймет, что без меня он никто, самодовольно подумала девушка. Ага, вот уже и дверь открывает. Наверное, сейчас извиняться начнет, но вместо этого на площадке оказалась пара чемоданов с ее вещами. «А на развод я сам подам», — отрезал Денис каменным лицом, «и чтобы я тебя больше здесь не видел». Он оттолкнул от себя Лилю, попытавшуюся обнять его и снова приручить своими женскими чарами, но в этот раз они не сработали. Время шло, Денис думал, что теперь уже никогда не сможет поверить женщине после того, как обжегся на своем первом браке. Да и, честно сказать, сердце его еще нет-нет, да и снова начинало тосковать по минувшей любви. И иногда голову парня посещали мысли: а может, зря я так сразу. Может, нужно было дать еще один шанс. Хотя он и сам прекрасно понимал, что вряд ли из этого вышло бы что-нибудь стоящее. Больше года прошло, когда вдруг на пути Дениса появилась Лиза. Лиза была его одноклассницей и еще со школы была влюблена в него. Денис, конечно, даже и не догадывался об этом, но сейчас девушка из серой мышки превратилась в прекрасного лебедя, хотя еще и чувствовала себя неловко, когда кто-то пытался проявить к ней интерес. Денис и Лиза начали общаться. Парень с каждым разом открывал для себя свою старую знакомую с новой стороны. Оказалось, Лиза, помимо внешности, имеет тонкую натуру и быстрый подвижный ум. Денис и сам не заметил, как Лиза занимала все больше и больше мыслей в его голове. Ну и, конечно же, это не могло закончиться ничем иным, как настоящим проверенным чувством. Мария Петровна тоже помнила Лизу еще со школы, и она ей всегда нравилась. Такая скромная девушка с чувством собственного достоинства и правильным отношением к жизни. И поэтому, когда Денис объявил ей, что они собираются пожениться, старушка была только рада и благословила их на долгую и счастливую жизнь.